Друзья, многие слышали о том, что волки побеждают собак почти всегда. Редкий волкодав возьмет взрослого волка-кобеля в равном поединке. На это есть веские причины. Однажды, отдыхая с женой на Байкале, явился свидетелем жестокой схватки реального таежного волка, матерый самец, и городского питбуля-чемпиона. Хозяин, неосмотрительно, заспорил с местными жителями о том, что его чемпион порвет дикого волка, как тузик грелку. На беду, у местных мужиков-скотоводов сидел в заточении матерый волчара, которого отловили незадолго до этой истории. Он резал овец и попался пастухам. Волк дней 5 не ел и казался вялым и апатичным. От були отворачивал морду и смотрел в стороны. Было похоже, что трусил предстоящей схватке. Питбуль, лоснящийся, мощный и очень брутальный пес, прямо-таки кидался на прутья стальной вольерной клетки. Он жаждал боя и похвалы хозяина. Мужчина, владелец буля, был веселым и успел выпить с местными мужиками. На момент боя собралась большая толпа местных, несколько машин из города. Мы приехали в компании хозяина питбуля. Пастухи быстро сообразили ринг. Для этого сгодилась новая силосная яма, глубокая и просторная. Люди делали ставки, и многие уверяли, что волк не справится с булем-чемпионом. Я тоже не сомневался в победе собаки, поскольку волк вел себя очень вяло и трусливо озирался по сторонам. Наши женщины из компании жалели волчка и восторгались булем. Пастухи столкнули волка в яму, а следом за ним, по широкой доске, туда забежал и чемпион. Все затаили дыхание, собака сходу поперла в атаку, раздался душераздирающий визг. Визжали и женщины, и сам боец-чемпион питбуль. Я даже не успел заметить, как скукоженный и затравленный волк успел атаковать буля, но он успел сделать это с быстротой молнии. Минуты полторы собака пыталась отбиваться от рассвирепевшего голодного хищника, но вдруг я понял, что волчара приступил к обеду. Он пожирал питбуля заживо. Волчьи зубы отхватывали от плечей и шеи собаки крупные куски плоти, а высокие и мускулистые лапы крепко впечатали буля в землю. Хозяин орал и рвался спрыгнуть в яму, но его удерживали люди. Бой прервать не смогли, сделаны денежные ставки и надо ждать конца. Голодный волк не дрался, он жрал и неистово рычал на дергающегося чемпиона. Очень долго длилась эта расправа хищника над глупым и самоуверенным псом. Женщины и многие мужчины были травмированы этим зрелищем. Никто не ожидал такой развязки. В конце концов пастухи притащили ружье и застрелили волка. Самое интересное, что волк, получивший ранение, отбегал от собаки и затем возвращался, чтобы продолжать обед. Жуткое зрелище. Я был поражен, какой яростью питается психика волка и какими мощными зубами обладает этот хищник. Позже местные мужики рассказали про зубы волка. Зубы волка работают, как острейшие ножницы, и сильно отличаются от собачьих зубов, те просто кусают. Затем, волк атакует сразу, делая первый мощнейший укус. Он не совершает ритуальных действий, вызов, как собака. Он сразу бросается к шее или затылку, туда же идет и первый укус. Мощные челюсти и зубы-ножницы отстригают еще живую плоть большими кусками. Открывается кровопотеря, и противник быстро затихает. Вот и буль затих. Я много думал впоследствии об этой неравной драке и человеческой глупости, которая сводит в одном бою дикого хищника и спортивную собаку. Здесь не может быть сомнений, кто победит. Победит хищник. Наши собаки, даже самые брутальные и тренированные, не смогут устоять перед взрослым волком ни при каких обстоятельствах. В этом я убедился собственными глазами. Не дай бог такое увидеть. Ваши комментарии будут интересны.